Всем привет! Вы на моем канале о мотоциклах и не только. На одном из маркетплейсов мне на глаза попался вот такой интересный аксессуар. Это указатель температуры масла, который вкручивается вместо масляного щупа. Выглядит он вот так. Длина вот этого вот штырька, который передает температуру от масла в сам прибор, 9 сантиметров, 92 сантиметра. Продается как указатель температуры для питбайков, но вы можете сами убедиться, что резьба, диаметр и шаг резьбы совпадает с этими параметрами на хондах. И длина чуть больше стандартного щупа, но я уже проверил, там много места и он вполне туда легко входит. Вот эта вот верхняя серебристая часть, она выкручивается из черной части. И чтобы она у меня не выкрутилась в процессе работы двигателя, я ее посадил на красный высокотемпературный фиксатор резьбы. Установил. Будет ли пропускать прокладка или нет, пока непонятно. В общем, надо завести, покататься, проверить. И вообще, как он работает, тоже интересно. Не знаю, оставлю я ли его на постоянку, но попробовать стоит, это интересно. Ну вот, начинаем испытание датчика температуры. Завел где-то минуту назад, пока показания никакие не изменились. Плюс то, что пока что оттуда не подтекает, это хорошо. Дома я, конечно, его проверял, варил, и он, в принципе, показывает более-менее точно, то есть 95 я на нем получил. Сейчас поедем кататься. Немного погрел двигатель, минуты 3, и проехал 1 километр до заправки. Вот только что заглушил, вот такая температура. Ну вот, проехал километра 3 со средней скоростью, до 5 разгонялся. Остановился, где-то минуту подождал. Вот смотрите, сейчас 50 показывает, не знаю, насколько это правда. Итак, прокатился километров 5, стою, наверное, 1,5 минуты, он тарахтит на холостых, но вот смотрите, видно нет, чуть больше 60 градусов, но он на холостых не должен стоять, поэтому я поехал. Ну вот температура в конце поездки, на мой взгляд, довольно высокая, и вообще датчик работает. Все, глуши двигателя, то нельзя ставить на холостых. Кстати, можем наблюдать, насколько быстро будет уменьшаться. И, к моему удивлению, подтеков нету. То есть он не подтекает. Хотя я думал, что он будет подтекать, готовился к этому. Но пока не падает температура. Прошло где-то 1,5 минуты, насколько я вижу, температура не упала или упала незначительно, но надо понимать, что у такого датчика температуры довольно большой лаг. Я вот когда испытывал его, варил на плите в воде, там было заметно, что лаг у него, наверное, секунд 20. Прошло около 5 минут, видно, что температура чуть-чуть упала, но буквально там на 3 градуса. Итак, прошло 11 минут, температура чуть больше 70 градусов. Падает очень медленно, но так на ощупь двигатель, да, горяченький. А вот выхлопная труба уже можно чуть дотронуться. Итак, спустя 42 минуты после того, как я заглушил двигатель, температура чуть меньше 60 градусов. На мой взгляд, это правдоподобно, потому что здесь сам цилиндр горяченький такой. Здесь у нас, да, чувствуется, есть температура. То есть вот этот вот указатель температуры, он за счет вот этого длинного щупа, он именно меряет температуру масла, потому что иначе он показывал бы меньше, конечно.
Итак, я все-таки решил продолжить тест указателя температуры масла. Сейчас я проеду 40 километров. И по ходу буду комментировать, какие там будут показания. А может быть, если не будет ничего интересного, просто в конце еще подсниму видео. Так, я надеюсь, видно, какие показания. 75 градусов, а температура на улице где-то 20, плюс-минус там, может 25 максимум градусов. Я проехал где-то километров 10 по загородной трассе, там на 5-й передаче, вот такая температура. Проехал еще километров 10, вот смотрите, температура уже 90 почти. Вот стрелка уже к 100 приближается. Я проехал где-то 40 километров по трассе на 5-й, 4-й, чуть-чуть на светофорах здесь стоял в Москве. И видите, уже стрелка к 100 приближается. Ну, прибор работает, можно сказать. И я не вижу, чтобы что-то подтекало, так что все хорошо. Смотрите, после катания по московским пробкам, ну, медленная скорость, много светофоров, лежачие полицейские. Смотрите, 100. Я не знаю, может быть там даже больше, просто он дальше стрелка не двигается. Но смотрите, сейчас такие вот дела. Смотрите, такая проверка. Ну да, шипит. Шипит. Смотрите, температуру на приборе можно даже не слезая с мотоцикла смотреть. В принципе, все видно. Там уже вот 70 под 100 подходит. Это я вот довольно быстро ехал, но все равно, видите, масло 100 практически. Все, не буду стоять, поехал дальше. Итак, какие выводы по поводу вот этого вот указателя температуры? Да, он меряет именно температуру масла. Его показания, я вот в кипящей воде проверял, были на 5 градусов меньше, чем должны быть. То есть он показывал 95. Ну, скажем так, погрешность, значит у него плюс-минус 5 градусов. Это точно есть такая погрешность. Вот. Но тем не менее он показывает температуру именно на конце щупа. То есть температуру масла в картере. Вот, аксессуар я считаю полезный, но вот то, что касается его дизайна и вот цветового решения, мне не очень нравится, потому что у меня синего цвета нигде нету, может быть только вот здесь. В общем, я не знаю, на постоянку я думаю, что я не буду его оставлять, но вообще за его цену, там он стоит рублей 300 на Али. Мне кажется, очень интересная как бы вещь. Ну, решайте сами. Если какие-то есть комментарии, пишите. Возможно, если тест оказался недостаточно полным и интересным, возможно, я сниму еще одно видео под как бы ваши запросы. И еще такой комментарий, конечно, вот ограничение до 100 градусов, а дальше непонятно уже какая температура. 100 градусов это мало. Мне кажется, для нашего двигателя там минимум 120 должен быть верхний предел у такого градусника. Друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал, залетайте в нашу группу в Телеграме, где мы обсуждаем мотоциклы CB350 Highness и RS. Ссылка на группу в Телеграме на беседу будет в описании. Всем пока!